Добрый день, друзья, с вами интернет-магазин Квартмастер, меня зовут Вадим, и сегодня я хочу с вами поговорить о сигнализации, а именно сигнализации для гаража, потому что часто звонят клиенты и спрашивают, посоветуйте нам, пожалуйста, какую-то сигнализацию в гараж, и вот сегодня хочу вам рассказать, на что нужно обращать внимание при покупке сигнализации, какие нюансы могут возникать, чем комплектуются обычно комплекты, и расскажу вкратце, как это все применяется. Обычно есть, много китайских вариантов, находится на территории Украины, продается оборудование китайских сигнализаций, комплектов всевозможных вы видели, они бывают выглядят в таком корпусе небольшом, либо с клавиатурой, вот такие есть системы. Обычно нужно отталкиваться всегда от того, какую хотите вы систему, проводную либо беспроводную. В гараж мы чаще всего рекомендуем беспроводную систему, объясню почему, нет этого заморочки вам с, допустим, проводами. И не нужно, чтобы всегда было питание на объекте. Правда, на централь желательно, конечно, использовать бесперебойник, потому что не во всех гаражах есть 24/7, есть свет. Бывает иногда перебои со светом, и нужно всегда использовать бесперебойник. Это одна тема, поподробнее расскажу про это. Есть централи, в которых сирена встроена. Потом дальше есть, здесь сирена выносная, то есть она подключается к централи проводами, довольно-таки громко, они обычно идут стандартные 110 дБ. Комплекты комплектуются чаще всего у нас такими брелками, они есть разные модификации, но здесь есть постановка, снятие тревоги, централи, прошу прощения, и тревожные кнопки. Обычно у нас в комплекте идет датчик движения, он вот так вот выглядит, либо другой модификации, они выглядят по-разному, работают они от централи, если мы говорим про недорогие китайские решения, то ориентировочно до 30 метров, в комплекте у вас идет батарейка. Ее хватает реально, если вы ставите это в гараж, учитывая, что у нас морозы и так далее, то желательно каждые полгода менять. Но так в целом, если честно, то на год ее хватает. И в гараж этого хватает с головой. Обычно еще в комплекте у вас идут вот такие СМК. То есть датчик на открытие дверей, либо ворот. Обычно в гараже там есть обычные ворота и еще там вход, именно калитка, что-то в этом духе, там дверь. И мы рекомендуем еще клиенту всегда докупить один датчик на дверь и один на главные ворота. Они идут беспроводные, в комплекте идет батарейка, но желательно всегда перед монтажом батарейку поменять. До централи они пробивают в гараже стабильно, поэтому никаких сложностей нету. Централи, что еще идет у них? У них обычно идет в комплекте еще блок питания. И по поводу блока питания хочу поподробнее. Есть варианты, допустим, которые комплектуются блоком питания 12 вольт. Централи, которые запитываются 12-вольтового блока питания. С такими вариантами нам немножко легче и проще работать, если это гараж и вам нужно автономное питание. Объясню почему. Потому что в основном бесперебойные блоки питания, именно охранные, они идут с 220 на 12. И вы можете взять какой-то бесперебойник 3-амперную плату, поставить аккумулятор туда 7 ампер, либо 18 ампер часов и спокойно запитать вашу централь от бесперебойника. Если вдруг у вас пропадает свет в гараже, то аккумулятор 7 ампер часов, либо 18 ампер часов вам хватит там на пару дней, учитывая, что у вас только будет централь запитывается. Как эта система еще работает? Вам нужно вставить сим-карту. По мобильной, она добавляется, вы добавляете оповещение на мобильный телефон через смс-команды, и, в принципе, у вас при тревожном событии, либо датчик движения, либо датчик открытия дверей, вам приходит тревожный звонок, либо смс на мобильный телефон. Это самое простое решение. Есть еще централи, в которых есть программное обеспечение на мобильный телефон, и вы можете с мобильного телефона еще управлять этим, но это уже более дорогой сегмент. А сейчас мы говорим про самые бюджетные рабочие решения, которые можно поставить в гараж. Есть еще централи вот такие вот с кодовой клавиатурой. Часто, наверное, видели, их встречали. Для чего она необходима? Если вдруг вы не хотите все время носить с собой брелок, то вы можете настроить, допустим, постановку охраны, либо снятие с охраны гараж с задержкой. И когда вы открыли ворота, вы заходите в помещение в гараж и вводите пароль. И централь снимается с охраны. И тогда, либо когда вы уходите с гаража, вы нажимаете, вводите свой пароль, который знаете только вы, и, допустим, там выставляете задержку 40 секунд. Вы закрываете ворота, через 40 секунд у вас объект становится под охрану. Если у вас есть какая-то сработка, датчика движения, либо датчика открытия, то вам приходит на мобильный телефон тревожное событие, и включается сирена, и начинает очень громко она кричать, и злоумышленник это все слышит. Это про то, что мы говорим про простые решения, но опять же, здесь есть централи, которые комплектуются и блоком питания вот таких вот USB.
Это блок питания 5-вольтовый. И если вы хотите организовать бесперебойный блок питания в вашем гараже, то тут немножко уже нужно заморочиться. Вам нужно компьютерный упс приобретать с внешним аккумулятором, если хотите, чтобы долго хватало его. Либо брать понижающие с 12 вольт, если вы используете бесперебойник 12-вольтовый, понижающий реле до 5 вольт. Ну, кто в теме тут поймет, а если нет, то если какие-то будут вопросы, то наберете наших ребят, специалистов, они с удовольствием все вам подскажут и помогут как реализовать бесперебойное питание в гараже. Вам по факту аккумулятор 7 амперного либо 4 амперного бесперебойника, да, с аккумулятором хватит надолго, потому что вы запитываете только централи. Сами датчики у вас запитываются от батареек. Есть централи, в которых и проводные зоны. Если вы не доверяете, допустим, батарейкам, не проблема, вы можете купить централь, подключить проводные зоны, проводные датчики движения и проводной датчик на открытие, и подключить централь в розетку. И либо через бесперебойник это все реализовать, и централь тогда будет запитывать у вас датчик движения и на СМК будет выдавать тревожные события. Если мы говорим уже про топовый сегмент, то говорим про Ajax. Некоторые клиенты ставят Ajax в гараж, как бы это ни звучало, да, потому что переживают за свой объект. Чем очень нравится Ajax, особенно если мы возьмем модификацию от Hub 2, тем, что вы можете реализовать в гараже и видеонаблюдение, назовем это так. Как это реализуется? Это берется централь Hub 2 и берется Motion Cam, датчик, в котором встроенный датчик движения плюс фотодатчик. И вы это все подключаете на объекте. Как вы знаете, Ajax работает все от батареек. Батареек хватает до 3 лет. Поэтому проблем здесь нет. Централь работает до 15 часов. Именно в Ajax в таких недорогих решениях обычно, даже там заявляют все производители, что работает там сутки, двое. Ну, то, что реально проверяли, аккумулятора хватает до 4 часов, которые именно в централе. Бывает вариант там 7 часов у некоторых клиентов хватает, у некоторых бывает и там и 2 часа. И очень большой фактор еще влияет на уровень сигнала GSM. Потому что чем слабый сигнал GSM, это как мобильный телефон, если помните, то когда слабый сигнал GSM, у вас телефон потребляет больше энергии для того, чтобы именно ловить сигнал, и батарея садится быстрее. Так же самое в централях. Если хороший сигнал у вас, то, в принципе, аккумулятор хватит надолго. Вернемся к нашему Ajax. И вот что еще. То есть, некоторые клиенты реализовали кейсы, расскажу вам. Они берут Hub 2, берут Motion Cam и датчик на открытие дверей. Ставят на ворота, ставят датчик движения, который встроена сирена, встроена фотокамера, ставят в самом гараже, централь подключает в розетку, в централь вставляется сим-карта. Ajax работает не только от интернета, Wi-Fi, либо проводного, можно через сим-карту, кто не знает, если вдруг. И когда у вас происходит тревожное событие на объекте, то вам Ajax присылает тревожное событие, что сработал датчик открытия либо движения, и плюс вы еще можете увидеть, благодаря тому, что датчик с фотокамерой, вы можете еще увидеть и картинку. То есть, что у вас происходит на объекте, какой злоумышленник, фотографии его. Единственное, что здесь не будет именно как полноценного видео, как на видеонаблюдении вы привыкли, а здесь будет такое, как слайд-шоу, но все равно этого достаточно. Есть много примеров именно фотофиксации с датчика, все видно, распознать свой-чужой вы сможете без проблем. Еще раз, то есть, обращу внимание на комплектацию, то есть, обычные недорогие китайские решения комплектуются двумя брелками, датчиком на открытие и датчиком движения и сиреной. В некоторых сирена встроена в централь, в некоторых выносная. Поэтому тоже обращайте на внимание. Блоки питания у них бывают 12-вольтовые, либо 5-вольтовые. У Ajax идет питание 220, но можно поменять блок питания внутри плату, и можно его тогда запитать от 12 вольт. И тогда мы можем его подключить на бесперебойник 12-вольтовый, в него поставить аккумулятор 7 ампер, либо 18 ампер часов. И тогда еще будет хватать Ajax помимо своего личного аккумулятора на 15 часов, то можно там и на неделю растянуть удовольствие и будет держать без света. Это если у вас очень часто пропадает свет в гараже. По монтажу. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Каждая централь настраивается довольно-таки просто. Что-то через смс-команды, либо через кнопку нажимаете. Здесь кнопка заходит в централь в режим программирования. И вы просто делаете сработку каждого датчика, и он добавляется в централь. Если вы это берете все в комплекте, то всегда практически 99% по умолчанию, что все датчики заведены на централь. Вам по факту только нужно ставить сим-карту, активировать ее, добавить свой номер телефона. Это все делается за 5 минут, согласно инструкции на русском языке. Отправка смс, пополняете счет и пользуетесь. Единственное, что китайские варианты решения, они довольно-таки рабочие, но есть нюанс. Часто клиенты спрашивают, а как мне узнать, если там деньги на счету, чтобы мне приходило смс. Предварительно мы всегда нашим клиентам рекомендуем, если вы используете там Kyivstar, МТС, Live, зарегистрировать свою сим-карту, которая стоит в централе на веб-ресурсе, и удаленно вы тогда сможете проверять остаток денег.
денег. Это делается буквально быстро, ничего сложного в этом нету, ну, это очень экономит ваше время по безопасности. У Аякса вы можете как ставить объект под охрану через брелок, либо вы можете клавиатуру использовать, ну, для гаража, я думаю, клавиатуры не стоит, вы можете через приложение Аякса все это делать, ставить на охрану постановку, ну и проверять остаток денег вы можете через Аякс, через приложение, вам не нужно нигде регистрироваться, это все Аякс умеет, и никаких проблем не будет. Поэтому, если честно, по всему у меня здесь... Вкратце я вам рассказал, и больше как таковых там пожеланий нету, но если у вас какие-то вопросы остались, либо комментарии, то вы можете набрать наших специалистов, ребята с удовольствием все вам подскажут, помогут, либо можете писать комментарии под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.